Or we could also describe Gentiles. The words are used interchangeably in Scripture. Ну, или мы можем, говоря о народах, сказать, да, язычники, да, то есть это слова, которые используются взаимозаменяемо в Писании. In Hebrew, it can refer to the Gentiles. The goyim can be Gentile or translated nations. В иврите может вот это слово «гаим» приводиться и народы, и язычники. So we've looked at Israel, who are a particular people, the people of God. Итак, мы, говоря об Израиле, мы говорим о конкретном народе, о народе Божьем. When Israel rejected their Messiah, Jesus founded a new group of people. И когда евреи отвергли Мессию, то Господь нашел новую группу людей. The church, which includes Jew and Gentile, Не то чтобы нашел, он создал, и это церковь, и в которую включаются и язычники, и евреи. so we looked at that. Мы рассмотрели уже церковь, нас. So there's scriptures concerning the nations or Gentiles. И есть отрывки в Писании, говорящие о язычниках, о народах. So there is an eschatology. In other words, where do the nations end up? И есть определенная эсхатология также и народов, да, то есть что с ними в итоге будет. If we don't complete it this week, we'll start it off Monday, by the way. И если не закончим на этой неделе, то уже начнем с понедельника. Everybody's aware that we meet Monday, Все в курсе, что мы в понедельник встречаемся, да? so that we can finish and have the graduation on Friday. Чтобы мы могли все завершить и выпускное отпраздновать в пятницу, как все нормальные люди. And after we deal with the Gentiles, we will talk about the tribulation. Spend a lot of time on the tribulation. И поговорив о язычниках, начнется скорбь. То есть мы будем говорить много о скорби, много времени говорить. So let's talk about the beginning of the nations, Итак, поговорим or the origin. о происхождении язычников или народов. You might say that the nations preceded Abraham. Можно сказать, что народы были еще до Авраама. In fact, we'll see that they go perhaps even before Babel. Язычники, можно даже сказать, что они были до Вавилонской башни. But for sure, after Babel and the scattering, we have the nations. Но однозначно уже после Вавилонской башни и рассеяния у нас появились народы. Ну, говоря о народах, мы говорим именно о группах людей. So when you talk about nations, you speak only about like groups of people, or you speak also about groups of people with government? Probably a little bit of both. То есть, как бы термин нация сейчас, ну, как бы мы немножко меняем значение, да, то есть это может касаться, ну, когда говорим о нациях, мы говорим и о группах людей в целом без государственности, и о тех, ну, уже группах людей, у которых есть государственность, страна, то, что мы называем. Because the word sometimes refers just to non-Jewish people. И вообще это слово «народы» в Ветхом Завете особенно часто относится просто к неевреям. And sometimes it refers to peoples organized under a particular government within a particular boundary. И порой слово используется в отношении уже, как мы сейчас говорим, стран, да, то есть народов, организованных как бы в какую-то структуру политическую, какое-то правительство в каких-то границах. God, in His promise to Abraham, announced how He is going to evaluate the nations. И Бог, обращаясь к Аврааму, уже сразу сказал, как Он будет оценивать нации. In Genesis 12:3, В Бытие 12 главе 3 стихе. God will bless those that bless you, Abraham. Я благословляющих тебя благословлю. And the ones that curse you, God will curse. И проклинающих тебя прокляну. And all of the families, there's no nations yet, but he says here, all the families of the earth will be blessed. И к тебе благословятся все племена земные. Ну, еще нет народов в это время, поэтому он говорит о племенах. And historically that will apply to the nations. И исторически это применимо также и к нациям, к народам. So let's review quickly that history. И давайте рассмотрим кратко вот эту историю.
And we have to begin with the flood because all of the peoples were destroyed at the flood. Историю народов. И надо начинать с потопа, потому что все народы были истреблены при потопе, те, кто изначальные. And we have a prophecy. I consider it a prophecy or an oracle. И мы видим вот эти пророчества, да, эти изречения. In Genesis chapter 9, this is after the flood. В Бытии 9 главе, это уже после потопа. We have Noah and the three sons. Мы видим Ноя и 3 его сыновей. And Noah actually receives revelation. И Ной получает откровение. And he, I think, gives an oracle. It's prophetic in terms of his immediate sons. И он дает такое вот изречение, пророчество, говоря о своих сыновьях. But it goes beyond the sons to peoples that will eventually make nations. Но пророчество это оно уже заходит дальше его родных сыновей и касается тех народов, которые от этих сыновей произойдут. Let's start with verse 24. Начнем с 24 стиха. Юра, did you read already, or is it your turn? Юра, читал ли ты или твоя очередь? 9:24. 9:24. Это что, бытие? Бытие мое. Now this is after some mysterious sin from one of the sons. Да, но это уже после какого-то, может быть, не совсем нам как бы ясного греха со стороны одного из сыновей. And verse 24 sets the setting. Стих 24, он как бы закладывает вот понимание, контекст. Ной проспался от вина своего и знал, что сделал над ним меньший сын ему. И сказал: проклят Ханаан, прав врагов будет он у братьев своих. И до Okay. 27. No, that's good. Just 24. Да, пока дальше. Okay, so that's the setting. То есть вот это как бы с чего начиналось все. Now he announces a curse upon Canaan. Now it's not like Noah is locking Canaan in with like a curse that is pronounced. But go ahead. Да, то есть провозглашает дальше Ной проклятие на Ханаан. Не то чтобы вот Ной просто вот сковывает Ханаан и потомков проклятием каким-то. I take it more as a prophetic statement. This is going to be the outcome. То есть не то, что вот ты будешь проклят, ты не сможешь никуда двинуться, но это больше как пророчество о том, что в итоге получится. Now, he's going to pronounce a curse on Canaan, yet it is Ham who performed the sin. Ну, здесь провозглашается проклятие на Ханаан, хотя именно Хам совершил грех, отец Ханаана. He says, "Cursed be Canaan, И говорится, что проклят Ханаан, a servant of servants, раб рабов, he shall be to his brothers." будет он у братьев своих. So Canaan is the son of Ham, И Ханаан, он является сыном Хама. and remember, Canaan's not the one that sinned; it's Ham. И помните, не Ханаан согрешил, Хам согрешил. But the consequences are going to fall on the son. Но последствия падут и на сына тоже. And if you think about it, the greatest judgment that you can receive as a parent И если вот вы вдумаетесь в это, то, наверное, самое большое наказание, которое вы можете получить, будучи родителем, is to see your sins have an impact on your children. это увидеть, как ваш грех влияет на ваших детей. And that seems to be what's happening here. И, похоже, именно это здесь происходит. So he is announcing that this whole group of people are going to be accursed people. И Бог провозглашает, что вся вот эта группа людей, да, группа народов, And кананских, будет проклята. there'll be several Canaanite nations that come from Canaan. И от Ханаана произошло несколько ханаанских народов. Later on, we'll see, or we saw in chapter 15, the Amorite, they're a Canaanite people. И позже мы увидим амореев, да, и это тоже хананейский народ. It's not that Canaan suffered necessarily the consequences of Ham's sin per se. Речь не о том, что вот Ханаан пострадал за грех Хама. But the outcome is
Canaan is going to suffer for his own, but he's going to follow the sin of his father. Но результат будет таков. Ханаан пострадает за собственный грех, но причина этого греха будет в том, что он будет следовать стопами отца. So Canaan will suffer his own consequences from his own. Ханаан получит собственные последствия, но на дорожку кривую он стал благодаря отцу. That's why I see it more as a prophecy of what's going to be the outcome. Вот почему я рассматриваю эти стихи больше как пророчество о том, что будет, чем проклятие на тебя. So the line of Ham is going to be one that is going to be one of cursedness. Да, cursedness. Да, понятно. Ну, то есть линия Хама будет такая уязвимая в отношении вот этого проклятия. There's one that is chosen, verse 26. Но есть вот избранный из трех, один, стих 26. Larissa, read that one. Прочитайте, пожалуйста, Лариса. 26. 9 глава, да? Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Okay. So blessed be the Lord, the God of Shem. Итак, да будет благословен Господь Бог Симов. Canaan will eventually serve Shem. Ханаан в конечном счете будет служить Симу. So we have long-range predictions concerning these three sons. Поэтому мы видим весьма долгосрочные предсказания об этих трех сыновьях. And then there's a prediction of verse 27 for Japheth, the third son. И есть предсказание в 27 стихе про Иофета, третьего сына. Vasya, 27. 27 стих, спасибо. Распространяет Бог Израиль и Иофета, и да вселится он в шатрах Симова. Okay. Ханаан же будет рабом его. So Japheth is going to dwell in tents, it says. Итак, Tents Иофет of Shem. In other words, they're going to be a relationship. вселится в шатрах Симов, то есть будут какие-то взаимоотношения. And Canaan is going to serve Japheth as well. И Ханаан будет также служить Иофету. So the descendants of Ham are going to be subservient to the two brothers. И потомки Хама будут в более низшем положении, чем вот эти два остальных брата. Eventually, the nations will spring from these three sons. И в итоге народы произойдут от этих трех сыновей. And then more specifically, we have the scattering, where we have the specific nations in Genesis 10 through 11. И позже в Бытие 10 главе и 11 мы видим рассеяние. And as a result of the scattering, we have the origin of the nations. И в результате этого рассеяния мы видим, что происходят разные нации, разные народы. So what does this red thing means? So what is a red? It's just a representative of all of the nations. Это просто какая-то отдельно взятая карта, это все народы. These didn't exist at that time. Да, все это вообще, In fact, I'm going to show you some other maps. Да, я вам покажу другие карты. Это просто показывает, как мы расселились. This just represents where everybody came from all the way down to today. То есть тут показывает просто, откуда мы все произошли вот вплоть до сегодняшнего дня. I'm not making any specific notation. Я не делаю здесь никаких. More of a graphic. So in Genesis 10, we have what is called the Table of Nations. Итак, в Бытии 10 главе мы видим таблицу народов, так называемую. And the nations stem from the three sons, and the table is divided into three parts. И народы все произошли от этих трех сыновей. Эта таблица, она разделена на три части. Now, there's a debate about the verse that indicates Japheth as the oldest. Some take it that he's the oldest. Идут дебаты по поводу того, был ли Иофет старшим, некоторые так утверждают. The Hebrew is a little vague, so it's not clear as to which one is the oldest. But Japheth, some take it that he's the oldest. Еврейский тут язык недостаточно ясен, поэтому идут дебаты, но некоторые считают, что Иофет был старший. Ham is probably the youngest. Хам, скорее всего, младший. And Shem is the chosen one. А Сим, он избранный. And perhaps the middle. Да, и, скорее всего, средний. Старший, младший, избранный. Семья.
So what is the purpose of the table of the nations? Итак, какова же цель вот этой таблицы народов? Even though it comes in chapter 10 before the incident of Babel, Хотя она вот идет в 10 главе Бытия, еще до эпизода с Вавилонской башни, I think what Moses gives us is the origin of the nations. я думаю, что здесь нам показывает Моисей, это происхождение народов, происхождение наций. And I think this is as a result of what we have in chapter 11. И я думаю, что это результат того, что мы видели в 11 главе. He gives the explanation as to where or what caused the scattering of the nations. В 11 главе автор Бытия дает понимание того, что же привело к рассеянию народов. I think also that these are the nations that existed in the time of Abraham. И я также думаю, что эти народы, они существовали уже во времена Авраама. And there's a reason to believe that. We don't have time to develop that. I'm giving you an overview here. И есть причина это верить, сейчас уже не буду углубляться, я просто пока даю вам обзор вообще. It also gives all of the ethnic relationships. In fact, all ethnic relationships can be traced back to the table of nations. И тут также указываются взаимоотношения между этносами, народами, и все их можно отследить, ну, когда мы смотрим на эту таблицу народов. People in Ukraine, people in Germany, wherever. Люди из Германии, из Украины, всех их можно рано или поздно пристегнуть к кому-то из вот этих вот таблиц. You can trace your ethnic relationships back свою этническую принадлежность. table of nations. So Europeans are from Japan? We'll get to that. Окей, еще доберемся. А цель чего вот это? Цель всего. Цель таблицы народов в 10 главе. Okay. But most important, because this is what Moses is most interested in, Но наиболее важно, и то, в чем более всего заинтересован Моисей, we have the origin of Israel. мы видим в этой таблице происхождение Израиля. Israel needed to know where they came from, Израилю нужно было знать, откуда они произошли. and they would need to know that who the peoples were that they would have relations. И им нужно было знать, с какими другими народами у них были и есть отношения. In fact, you will notice that Canaan not only was prominent in that oracle of Noah, И вы заметите, что вот Ханаан, он не только был значим вот в этом пророчестве Ноя, он имел какую-то значимость but серьезную. Canaan is also very important in the table of nations. Но Ханаан также занимает важную роль вот в этой таблице народов. Because Israel will have much relationship with the Canaanites. Потому что у израильтян будет много взаимоотношений с хананеями. Paul makes a note in Acts chapter 17 Павел как бы замечает мимоходом в Деяниях 17 главе, in verse 26 he traces all of mankind to one man. в стихе 26 он All of the говорит, nations что to one man. все народы произошли от одной крови, от одного человека. So the table of nations lays the foundation for the unity of humanity. И вот эта вот таблица народов дает нам основание для единства всего человечества. All humanity can trace their origin to the three sons of Noah. Все человечество может отследить свое происхождение от вот этих трех сыновей Ноя. And scholars believe that the nations, primarily related to Japheth, the immediate sons, occupied these lands. И ученые верят, что потомки Иафета, они вот заняли вот эти территории. Gomer is probably the origin of the Europeans, Гомер, primarily the Germans, but скорее всего, прародители европейцев, вероятно, немцев. Javan is the forefather of the Greeks. Иован — это прародитель греков. Иванев, да? А? Иванев. What do you say? John, Иван. Tyrus and Meshech, Фирас и Мешех. the people from Turkey, which have many groups. В Турции там много групп народов разных.
Tubal, Magog, Madai, the northern peoples, and the central areas here, or actually these two, the northern. Это вот, скорее всего, вот здесь вот центр между Каспийским и Черным, и туда дальше на север. Russians, Ukrainian, probably from Русские, украинцы, скорее всего, от Фувала. А американцев вообще нет. А питання, Авраам Мадай, чи там буде зараз інакше? Там же ж... Madai. Scholars are divided. Some believe that they probably intermarried with one of the other groups and are the Eastern peoples. Да, ну Мадай вообще ученые спорят, но некоторые говорят, что вот они там переженились с другими группами народов и в итоге породили вот все разнообразные восточные народы. Okay. These are Ham's descendants. Это потомки Хама. Obviously, the prominent one would be Canaan. Очевидно, самый значимый из них это Ханаан. Phut would be Libyans. Фут это ливийцы. Misraim, that's Egypt. Мицраим это Египет. Cush, it's believed, is the forefather of the African peoples. Это Хуш, это прародитель африканских народов. And remember, I will give you PDFs of all of these. Ну, помните, я slides. дам вам PDF, поэтому не надо перерисовывать карту вручную. In fact, I can give them to Andre today as far as we've come, and you can send it to them. Да, ну Андрей, преподаватель скинет Андрею вот до того места, как мы пройдем, и Андрей скинет вам. So that leaves the Я тебе descendants вещаю, of пожалуйста. Shem. Итак, а дальше вот это красные потомки Сима. We have Lud. Мы видим Луда. We have Aram, who is probably the forefather of the Arameans. Арам, который, скорее всего, праотец арамейцев всех, Asher. арамейских народов. The Assyrian people. Ассур это ассирийский народ. Arpachshad, the most important. Арфаксад наиболее важный из них. Why is Arpachshad most important? Почему Арфаксад наиболее важный? Дед Авраама, He's a father, like grandfather of Abraham. Yep, he would Да. be in the line of Messiah. Он будет в родословии Мессии. Okay. Elam probably intermarried with Madai, and scholars believe they are the eastern peoples. Илам, скорее всего, его потомки переженились с потомками Мадая, и, по мнению ученых, породили все вот эти восточные народы. And by the way, the eastern peoples probably are the ancestors of the American and South American Indian. Eastern people are Ancestors. ancestors, not descendants, but ancestors. Да, Americans. И, скорее всего, восточные народы это прародители американских и южноамериканских народов. The Indians, yeah. Мгм. And then Индейцы. obviously the modern day or more recent Americans and South Americans will become from Spain, Europe, Ну, Britain. очевидно, что современные уже, как мы говорим, американцы, южноамериканцы это понаехавшие с там, Испании, Европы, Англии, это все туда. So here's all of them put together, И вот я всех их вместе тут собрал. and these two are probably a combination of the Eastern Ну и вот people. эти вот Мадай и Илам, скорее всего, как бы сформировали их. Дружественный союз сформировал восточный народ. But scholars are not in agreement. Но у ученых нет общей точки зрения на это. Луд это кто? А? Луд. So, who is Lud? Lud, probably I'm not sure, Не probably уверен. Окей. the peoples in this middle area, but we also have Наверное, that. люди где-то вот тут, вот в этой Now here's the, средневосточной территории, там кто кого разберет вообще. here are the modern day boundaries. Ну вот современные границы стран. So here's Egypt, Вот это Египет, Ethiopia, Эфиопия, Israel, Израиль, Это все условно. А можна питання? Iraq. Ирак. Now these would be the nations И, or the ethnic groups where the nations came from in the time of Abraham. и вот это были этнические группы, да, народы во времена Авраама. Now these are just the first descendants of Japheth,
И вот это лишь первые потомки Иафета, Сима и Хама. First descendants of Ham and the Первые first потомки descendants of Shem. Хама, первые потомки Сима. And the table of nations includes others as well. И вот таблица народов включает также других товарищей. Now, it's also possible, in fact, we can trace what the Bible in the book of Revelation calls Babylon. И также возможно увидеть, и Библия показывает, говорит нам кое-что о Вавилоне библейском. And we have the idea of Babylonianism. И мы можем понять, вот откуда эта идея вавилонизма взялась. Babylonianism is a false system of not only religion, but politics and Вавилонизм economy – это ложная система, не только религиозная, но и политическая и экономическая, that has a one world vision or desire. которая отличается вот этим стремлением, желанием создать нечто всемирное, как бы всемирное правительство и желание к единому миру. It's a Gentile, it's a pagan idea. Это вот такая языческая идея. Один мир без границ, одно правительство и так And I далее. mention it because the nations are constantly moving towards this one world system. И я это упоминаю, поскольку народы постоянно двигаются вот к этой системе, к этой идее всемирного государства. We use the word Babylonianism because that's how it's described in the book of Revelation, Мы as используем Babylon. эту концепцию как вавилонизм, потому что это библейский термин для этого явления. This concept finds its origin at Babel. Эта концепция нашла свое происхождение именно в Вавилоне. And the essence of it is the world system. In other words, the world system collectively. И суть этого – это вот коллективная общемировая система. The idea of Babel has persisted throughout history. И идея Вавилона, она продолжалась на протяжении всей человеческой истории, она продолжала развиваться. You see it manifested in the Assyrian Empire, И мы видим, как она проявилась в Ассирийской the империи, Babylonian Empire, в Вавилонской империи, Roman Empire, в Римской etc. империи и так So далее. it's persisted through history. То есть эта идея пробивается на протяжении всей истории. It's also predicted to have a future in Revelation 17 and 18. И также предсказано, что эта идея в будущем проявит себя. Это, Откровение 18-19 глава. Where the final form of Babylonianism is destroyed. Когда вот эта окончательная форма вавилонизма в итоге будет уничтожена. This is the unbelieving, pagan, anti-Jewish world. Это неверующий, антиеврейский, языческий мир. The world in conflict with God Himself. Мир, который в конфликте с самим Богом. The New Testament speaks of the world, the cosmos. That's what we're talking about here. Новый Завет говорит о мире, о космосе. Именно об этом мы также сейчас с вами ведем Babylonianism речь. is the same. Вавилонизм это вот, одно и то же. So the history, we looked at the flood, И вот эта история, да, мы с вами рассматривали потоп, the roots, and then at Babel we see the scattering produces the nations. корни, да, народов, и вот при Вавилоне мы увидели рассеяние народов. The times of the Gentiles. Времена язычников. Let's turn to Daniel chapter 2. Давайте откроем Даниила 2 главу. And let's read those verses. Давайте прочитаем эти стихи. This is what Jesus is referring to when he refers to the times of the Gentiles. Вот на что ссылается Иисус, когда говорит о временах язычников. I think Daniel anticipates that in 2:25. Я думаю, Даниил уже предугадывает это, говоря в Даниила 2:25. 25. Да. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который назван Волкосаром: можешь ли ты сказать мне сон, который я видел в значении? Okay. He has a dream. Еще не начало. Даниил Итак. отвечал царю и сказал: тайна, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели,
Не приновец, не добавится. Okay? Да, итак, был сон. And Daniel's going to interpret this dream. И Даниил сейчас хочет истолковать этот сон. Now, we won't read all of the verses, Мы не but будем читать все эти стихи. with the first nation, the first empire, that's going to begin the times of the Gentiles. Но первая нация, первая империя в этом списке, вот с нее как раз таки начнутся времена язычников. So, the origin of the Gentiles is Babel, Итак, происхождение язычников – это Вавилон. and the times of the Gentiles begins with these empires that are going to dominate the world. И времена язычников начнутся вот с этих империй, которые будут властвовать, доминировать над миром. And on a chart here, basically on the history of Israel, И вот на этой таблице мы видим историю Израиля на этом временном чарте. we've looked at the origin, the emergence, the kingdom, the return. Мы говорили происхождение, становление, царство, изгнание, восстановление. When Israel went into exile, Babylon now dominates. Когда Израиль отправился в плен вавилонский, теперь уже Вавилон начал доминировать. And the times of the Gentiles И времена язычников will be from about 605 all the way to the second coming. это вот с 605 года до нашей эры и вплоть до конца Великой Скорби. In history, Gentile nations and empires have dominated the world. И в истории мы видим, что именно языческие империи и государства по большей части доминировали, властвовали над миром. Israel has been in discipline. А Израиль все это время подвергался дисциплине. So we have these empires. We have Babylon, 605 to 538. Все эти империи, Вавилон, 605 по 538 год. On a timeline, we have Babylon, То есть beginning in на 605. временной шкале мы видим Вавилон, начиная с 605 года. Fall of Israel, 586, 87. Падение Израиля, там, 587, 586 годы. Babylonian Empire occupied all of the known world, Вавилонская империя занимала, ну, практически весь известный на то время мир, including Egypt, включая Египет, places in the east, места территории на востоке and parts of the north. и часть севера. That's the Babylonian Empire. Это два Вавилонской империи. The Babylonians were destroyed and conquered by the Persian or Medo-Persian Empire, Вавилонян завоевали и уничтожили персы, или медоперсы, если точнее, 539 to 331. с 539 по 331 год. After I show them all, I'll let you copy them. После того, как я это покажу, я вам позволю сделать копию. So we have the Medo-Persian Empire on our timeline. И мы видим Медоперсидскую империю на нашем диаграмме. They were the dominant world power. Они были, опять же, мировой державой. And we can put Israel on here as well. Израиль можно туда поместить. Israel returns Израиль вернулся under the Persian Empire, при 536. Персидской империи в 536 году. But they're subservient. They're not dominant. Но они уже, так сказать, не голова, а хвост. Они уже не доминируют, они подчиняются. The Persian Empire, pretty much the same as the Babylonian, but extending further east. Персидская империя территорию занимала почти ту же, что вавилоняне, но распространялись дальше на восток, All the way to India. вплоть до самой Индии. Then we have the Greek Empire. Далее мы видим Греческую империю. Under Alexander the Great, he conquered the world. Александр Македонский, он тоже завоевал весь мир. About 334 to 63. 334 по 63 год длится его. Put him on a timeline. Поместим его сюда на временную шкалу. Okay. And the Greek Empire essentially replaced the Medo-Persian Empire. И Греческая империя заменила собой, по сути, Медоперсидскую. Again, all the way to India. Опять же, до Индии. Все на нее And I'll give you all of this on a PDF. Все это будет у вас в PDF. Okay. And then we have the Roman Empire. Потом Римская империя. From 63, and no one really knows, about 500 AD, somewhere in there. С 63 года, ну и когда она закончилась, никто толком не знает, где-то в 5 столетии, да, или в 6. And in fact, Там Bible разбитый их prophecy конец был.
Bible prophecy predicts that there'll be something like a revived Roman Empire in the end of the И age. на самом деле Библия пророчествует о том, что в конце времен, в последнее время будет своего рода возрожденная Римская империя. Okay? And we have the Roman Empire. И вот мы видим Римскую империю. This is the times of the Gentiles. Это вот времена язычников. Все это время. 70 AD, Israel is scattered again. В 70 году нашей эры Израиль снова был рассеян. Okay. And what do I have left here? Israel became a nation again in 1948. И снова Израиль стал нацией в 1948 году. So we have a gap of time here. То есть здесь у нас разрыв временной, сколько еще протянется, не знаем. And actually, did you see that? There's going to be in the future a revived Roman Empire. И в будущем, посмотрите, вот очень, ну, по цвету тут похоже, да? Будет возрожденная Римская империя. Second coming. Второе пришествие Римской империи. Times of the Gentiles will be ended by the second coming. Времена язычников закончатся при втором пришествии. And we can't give a date, so we'll put a question mark. И мы не можем сказать точную дату, поэтому ставим здесь знак вопроса. Закончится времена язычников после этого. Вторым пришествием. Ага. Ну, там все вместе, да. Okay. So the history, we have the flood, the scattering, the times of the Gentiles. Итак, в истории мы видим потоп, рассеяние, времена язычников. Let's take a look at the future of the nations Давайте or the поговорим Gentiles. о будущем язычников, будущем народов. And we have the times, and basically the future is judgment. И в целом будущее их это суд. So let's look at some of the scriptures relating to that. И давайте поговорим о некоторых писаниях, которые об этом говорят. Now God in time has judged some of these nations. И Бог в течение вот истории, Он судил многие из этих народов. Some of them have been destroyed. Многие из них были уничтожены, некоторые из них были уничтожены. Some of them face a future destruction. Уничтожение некоторых из них еще ожидается в будущем. For example, Babylon, Isaiah predicts a judgment in Isaiah 13. Например, Исаия пророчествует об уничтожении Вавилона. And Jeremiah also in Jeremiah 50 and 51. И Иеремия в 50-51 главе тоже говорит об этом. But that has not been fulfilled yet. Но это еще не There's исполнилось. going to be a future Babylon. Будет еще будущее Вавилон. Moab no longer exists. Моав больше не существует. Isaiah 15 describes the judgment of Moab. Исайя 15 глава пророчествует об уничтожении Моава. Also Jeremiah 48. Также Иеремия 48. Egypt is judged in Isaiah 19 and Jeremiah 46. Египет осужден, об этом говорит Исайя 19 глава, Иеремия 46. Philistia, the Philistines. Филистия и филистимляне, So, but Egypt is existing. Well, Egypt, it's not the same people, but there's an Egypt today. They will face a future judgment It's as not a well. world power. No. Ну, то есть, вообще, в Египте народ уже, во-первых, другой, и они уже не мировая империя. Он же сказал, что некоторые исчезли, а некоторым тоже. Да, и еще им суд предстоит, поэтому Асися еще суд, да. So Philistia, Isaiah 23, Jeremiah 47. Филистия, Исайя 23 глава, Иеремия 47, The Ammonites, Аммонитяне, Jeremiah 49. Иеремия 49. Okay. Як же Едом? Future events. Future events of the Так, nation. будущие события в истории народов. This is towards the end of the age. Это уже ближе к концу веков.
There's going to be the covenant that we've already talked about. Будет завет, о котором мы уже говорили. The covenant that Daniel chapter 9 describes. Завет, который описывается в Даниила 9 главе. Covenant with Israel. Завет с Израилем. There's going to be a rise of the Antichrist. I believe he comes from the nations. Будет восстание Антихриста, которое, как я верю, придет из язычников. The nations are going to experience the judgments of the tribulation. We'll talk about that. Язычники испытают на себе суды скорби, мы об этом еще поговорим. And we have a lot to say about that on Monday. И мы много об этом будем говорить в понедельник. A prominent event that's mentioned in a few places. Jesus refers to it, Daniel refers to it. Значимое событие, которое упоминается в несколько раз, и Даниил, и Иисус об этом говорят. In fact, Daniel puts it in the middle of the tribulation, the abomination that makes desolation. Помещает это вот посередине скорби, он говорит о мерзости запустения. Antichrist will rise to world power. И Антихрист возвысится и обретет власть над всем миром. He will establish a worldwide government. Он установит всемирное правительство. He will control the entire economy. Будет контролировать всю экономику. And he will set up a religious system and demand everyone worship him. И он установит всемирную религиозную систему и потребует, чтобы все поклонялись ему. Now his power will begin to disintegrate. И его сила со временем начнет таять. Because the nations will rebel. Она начнет, его жесткая хватка начнет ослабевать, потому что народы начнут бунтовать против него. They will gather together in a valley, the Jezreel Valley, the valley of Armageddon. Вместе в долине Израиля, в долине Армагеддон. So, I'm sorry, will nation rebel against Antichrist? Antichrist, yes, in the tribulation. But they will gather together against the Jesus. Both. They will rebel and they will gather together and they will come against Jesus. Okay. Those armies will be destroyed. Но, я переспросил, бунтовать они будут против, то есть они будут бунтовать против, народы будут против Антихриста. Ну, мы читали об этом. И я спрашиваю, а в Армагеддоне они будут бунтовать против Антихриста или против Иисуса? Он говорит, против обоих. We'll see these again Мы when we увидим talk это about слово. the То tribulation. есть они соберутся и будут уничтожены. Но мы увидим это, описывая события скорби, да. А почему, на каком основании он считает, что Антихрист будет из язычников? So why could we think that Antichrist would be from Gentiles? Why could we say that? Даниила 9:24. It's an interpretation of Revelation 13. Да, во-первых, это истолкование Откровения 13:1. And it's a conclusion that many scholars hold to. Зверь, выходящий из моря. When it says in verse 1, he stood on the sand of the seashore. И когда говорится, что вот стал я на песке морском. I saw a beast coming up out of the sea. И увидел выходящего из моря зверя. Having 10 horns and 7 heads. С 7 головами и 10 рогами. If you look at the Mediterranean area, the nations around the Mediterranean are nations around the sea. То если вы посмотрите на Средиземноморский мир, то вот все народы Средиземноморья, европейские, большинство народов, они вот вокруг моря. So when it says it comes out of the sea from the perspective of Israel, поэтому когда говорится, что вот из моря кто-то придет с точки зрения Израиля, comes out of the region of the Mediterranean Sea. то это подразумевается откуда-то из Средиземноморского региона. And there's other verses that seem to indicate it. И есть другие стихи, которые на это указывают. Daniel 9:20. Yeah, Daniel 9. The 10 horns, these are Gentile nations. Ну и 10 рогов это тоже подразумевается, что это будут языческие народы. 7 heads, 7 leaders, etc. 7 глав, 7 лидеров и так далее. Okay? Просто думаю, национальность зверей или... Нет, национальность. Даниила 9:26. Если будут вопросы, то потом подойдите. Еще будем рассматривать, да, почему он считает, что они начнут против Антихриста бунтовать. So you'll tell us later why do you think that they will rebel against Antichrist? Right.
We'll talk about that. Мы final поговорим об battle. этом позже, когда будем говорить о скорби. So we have judgments upon the nations. Итак, мы видим суды над народами. We have 6 seal judgments, Revelation chapter 6. Будут, Откровение 6 глава, суды печатей, 7 trumpet judgments, chapters 8 and 9. суды труб, это главы 8-9, We have 7 bowl judgments, суды чаш, chapter 16. глава These 6, are upon primarily the nations. 16. Это все суды над народами, над Вот язычниками. 6 печатей на початку. Потому что 7 печать это суд 7 труб. We also have the times of the Gentiles up until the second coming. И также времена язычников продлятся до второго пришествия. We have the covenant that we mentioned with Antichrist. That's a Gentile Antichrist. И начнется скорбь завета, заключенного заключенного антихристом, We have the rise of Antichrist. с язычниками, с народами вообще. Мы In fact, видим, как He will антихрист возвысится, rise to power. и мы видим, как он возвысится к власти. And once he is established worldwide as the world leader, then he will demand worship. И когда он поставит себя руководителем всего мира, он потребует поклонения себе. That's the abomination that Jesus speaks of, referring back to Daniel. Это вот та мерзость, о которой говорил Иисус, Daniel. цитируя Даниила. Daniel 27 puts it in the middle of the week. И Даниила 9:27 размещает это событие посредине скорби, посредине седмины. Okay? Is that rebellion? What's this one here? Rebellion, yes. Rebellion of the nations. Восстание народов мы видим. He's world leader, but we have a rebellion. То есть он будет мировым правителем, но будут бунты против него. And then we have destruction of the armies. И потом в конце мы увидим уничтожение армии. Okay? Хорошо? Все хорошо? Все? Да? Увидим. We'll see. We'll see. Yep. А? So we've seen the origin, the times of the Gentiles, their judgment during the tribulation. Язычников, происхождение, времена, суд, спасение. Почему? Now the nations have opportunity for salvation. И у народов будет возможность спастись. We see salvation of non-Jewish people in the Old Testament. И мы увидим спасение язычников, нееврейских народов во время скорби в Новом Завете. Even a Canaanite, remember Rahab was a Canaanite. И не только во время скорби, мы видим на протяжении всей Библии спасение неязычников, даже хананеев, та же Раав блудница, Ruth was a Moabite. Руф моавитянка. So we have examples of salvation in the Old То есть Testament. мы видим примеры спасения среди язычников даже в Ветхом Завете. Obviously, under Christ, disciples Yeah, are actually- Jewish. Во времена Христа ученики первые были евреями, During the church age, we have believers from every nation. но во времена век церкви у нас верующие из каждого, из всех народов. So also during the Great Tribulation, there will be new believers in Christ. И также во время Великой Скорби также будут новые верующие из язычников, из народов. There'll be judgment, we just talked about that. Будет суд, мы говорили об этом только что. And will nations be in the kingdom? И будут ли народы в царстве? The believer, this is the judgment of the second coming. И вот это суд, который случится при втором пришествии. The believers that trust Christ during the tribulation will enter the kingdom. И верующие, которые доверились Христу во время Великой Скорби, войдут в царство. So there'll be believers in the millennial И kingdom. потому в тысячелетнем царстве будут верующие. And Только верующие. last slide here. What is that? That's entrance into the kingdom. Да. So one more point here. So believers are in the kingdom. Верующие будут здесь тоже в царстве. And the last slide
There's believers in the eternal state. И последние будут верующие в вечность. Let's read that last verse and then we'll Прочтем последний стих и завершим нашу read сегодняшнюю Revelation часть. 22:2. Откровение 22.2 мы уже читали, но Whose turn is it? челочек. Ira? Revelation 22:2. Ира, Откровение 22.2. Среди улицы его и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. This is the eternal state. И это вечное состояние. There's a tree in the eternal state. Есть дерево вот это в вечном состоянии, Gives fruit every month. которое приносит плод каждый месяц. The leaves are for the healing of the И nations. листья дерева для исцеления народа. I believe that we will maintain ethnic identities in the eternal state. Я думаю, что мы сохраним нашу национальную принадлежность в вечности. So that's the eschatology of the nations. Эсхатология народов.